Спасибо. Дэниел Хокинс, корреспондент РТ Russia Today. Еще недавно госпожа Хейли напрямую обвиняла Россию в злоупотреблении вето на Совбезе ООН. Тем не менее, во вторник США заблокировали резолюцию, которая способствовала бы независимому расследованию инцидента в Газе. Они возложили всю ответственность за смерть протестующих на группировку Хамас. Как вы прокомментируете реакцию США на ситуацию в Газе? Спасибо. Ну, я прокомментировала российский подход к этой ситуации. Я думаю, что он исчерпывающий. Я могу сказать относительно того, почему обвиняют все время в Россию. Не просто обвиняют, а провоцируют ситуацию, когда необходимо ветировать. Это же политическая игра. И точно так же, как нагнеталась ситуация во время начала и в преддверии начала иракской кампании, точно так же она развивается сейчас. Точно так же нахраписто, точно так же нагло, точно так же используя все механизмы давления Соединенные Штаты Америки, пытались раскачать Совбез на то, чтобы была принята соответствующая силовая резолюция в отношении Ирака. Делали это многократно. Казалось бы, было понятно, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности, на тот момент очень активно Франция были исключительно против такого сценария и обозначили свою позицию. Для чего же на тот момент Соединенные Штаты Америки раз за разом выносили предложения в Совбез, и все это приводило к ветированию либо не постановке этого вопроса на обсуждение, но в основном к негативному исходу для этих силовых резолюций. Для тех, кто не искушен в деталях ионовской работы и работы в Совбезе и вообще в международных делах, это вопрос-загадка. До чего же это делать, если ты знаешь, что резолюцию все равно заветируют? Не наносить ее раз за разом. На самом деле об этом мне рассказал мой как раз американский коллега, который на тот момент был пресс-секретарем американского поспредства при ООН. Он даже рассказал не мне, он рассказал в ходе нашей поездки совместной в Чикаго, в ходе интервью, где он сказал о том, когда я сказала о том, что это был, наверное, где-то 2006-2007 год, и когда я сказала о том, что, посмотрите, кампания в отношении Ирака не имела под собой никакой правовой почвы. Он сказал о том, что посмотрите, какое количество раз Соединенные Штаты ставили этот вопрос на обсуждение. То есть, с точки зрения США, даже количество попыток внести резолюцию на обсуждение уже засчитывается в качестве международно-правовой базы для возможного потенциального силового сценария. Это, во-первых. Второй, конечно, это дополнительный аргумент с целью дискредитации политики России, чтобы можно было говорить о том, что Россия неконструктивна в Совбезе и все блокирует. Это вторая причина. РИА Новости Крым, Алексей Вакуленко. В понедельник руководители Евпатории и французского Мариньяна подписали соглашение о сотрудничестве. Вчера официальный Париж, в частности ваши коллеги из Министерства иностранных дел Франции, назвали эти соглашения противоречащими международному праву. Как могли бы охарактеризовать как представитель МИДа подобную оценку? Спасибо. Ну, самое смешное слышать это от французской стороны, которая недавно присоединилась к бомбовым ракетным ударам по территории суверенного государства Сирии, не имея на это ничего, ни согласия Дамаска, ни какой-либо резолюции Совета Безопасности ООН. Говорить о том, что Париж в данном случае может определять, что соответствует, а что не соответствует международному праву, просто странно. Крым есть, хотя многие его отрицают, не хотят видеть ни мост, ни крымчан, ни то, что здесь творится, ни то, как развивается, ни то, как решаются проблемы, ни то, какие проблемы остаются. Все в основном, к сожалению, западное сообщество черпает из мифологических докладов неправительственных организаций, которые здесь даже нога их не ступала. Поэтому в этом смысле наша задача предоставлять правдивую информацию. В этом смысле организуются по линии, в том числе МИДа, поездки делегаций различных стран, в том числе и те, о которых вы говорили. Мы приветствуем, чтобы неправительственные организации, гражданское общество, бизнес, правозащитники, представители законодательных собраний различных стран приезжали и на месте могли убедиться в том, что здесь происходит. А что касается квалификации французской стороны, то я о ней уже сказала. Если нет вопросов, то на этом позвольте мне завершить брифинг, пригласить всех в Крым,
Погода просто потрясающая. Мне кажется, я загорела только с одной стороны, к сожалению. Море красоты невозможное. Мост есть. Добро пожаловать в Крым. Спасибо. Мы продолжаем уделять самое пристальное внимание, как я уже сказала, развитию ситуации в деле Скрипалей. После весьма продолжительного молчания британских СМИ на эту тему, «Таймс» опубликовала 3 мая обширный материал, который повествует о том, что делали Скрипали в день отравления, так называемого. Не буду подробно пересказывать эту публикацию, отмечу лишь, что в изложении событий выдвигается уже новая версия заражения сержанта полиции Бейли, который контактировал якобы с нервно-паралитическим веществом не на месте инцидента, а в ходе осмотра дома Скрипаля. Налицо и множество других нестыковок с ранее озвученными версиями и сведениями по данному происшествию. Это, конечно, речь не о непрофессионализме журналистов. Публикация взаимоисключающих сведений об инциденте скорее свидетельствует о такой целенаправленной работе британских властей по введению общественности в заблуждение, для чего в информационное пространство периодически просто вбрасываются новые факты, так называемые факты об отравлении, причем делается это строго дозированно, чтобы, с одной стороны, поддерживать тему инцидента в Солсбери на плаву, а с другой делается все, чтобы население просто забывало обстоятельства первоначальные, информация о которых была очень скудной и противоречащей. Отмечаем также, что, отвечая на прямой вопрос членов Комитета по обороне Палаты общин британского парламента, советник премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности признал, что лица, отравившие Скрипали, до сих пор не установлены. То есть вывод о причастности и виновности Российской Федерации и вообще российской стороны делался в принципе без понимания того, кто совершил, если и совершил, это преступление. Можно сказать, по сути, просто дано понять, что англичане по-прежнему оперируют какими-то догадками, на основе которых продолжают тиражировать безосновательные обвинения в адрес Российской Федерации. Еще раз повторю, это подтверждает наше мнение о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери. Так как российской стороне до сих пор не представлены убедительные доказательства обратного, считаем, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Причем бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне. Я хотела бы также отметить, что Великобритания продолжает отказывать в предоставлении консульского доступа к российским гражданам Сергею Юлии Скрипаль. При этом нам рассказывают о якобы нежелании Юлии Скрипаль общаться с посольством России в Великобритании. В отношении Сергея Скрипаля было отказано в консульском доступе на основании наличия у него британского подданства. Британские власти настаивают на необходимости согласия российских граждан на общение с консульскими работниками. Однако с такой формулировкой нельзя согласиться. Вопрос общения гражданина с консулом своей страны регулируется консульской конвенцией между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии от 1965 года. Статья 36 этой конвенции предусматривает, что, цитирую, консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы и оказывать всяческое содействие. Конец цитаты. Как следует, статья 36 не содержит указаний на необходимость обязательного согласия самого гражданина на его посещение консула. Иными словами, такое общение является не только правом гражданина, но и правом консула направляющего государства. Это право России грубо нарушается в Великобритании, которая уже не в первый раз трактует нормы международного права, исходя из собственного видения принципов политической целесообразности. Что касается ссылки британских властей на наличие у Сергея Скрипаля британского подданства, мы также не можем ее принять по следующей причине. Согласно статье 30 двусторонней консульской конвенции, термин «гражданин» включает в себя, цитирую, всех лиц, которых
представляемое государство признает своими гражданами. Конец цитаты. Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен. И добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он остается гражданином России и имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним. Насколько мы понимаем, Великобритания придерживается такой же позиции при обсуждении консульских случаев со своими двойными гражданами, например, в Иране. С учетом всех обстоятельств нам важно убедиться в благополучии наших граждан. Нас не удовлетворяют заявления британских официальных лиц о том, что якобы Сергей и Юлия Скрипаль не желают общаться с нами и отказываются от медицинского обследования с привлечением российских специалистов. Эта информация не поддается никакой проверке, как мы, да не только мы, но и мировое сообщество может быть уверено, что это действительно их добрая воля. Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично. В нынешних условиях мы вынуждены квалифицировать данную ситуацию как насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух наших граждан. Данные действия Великобритании представляют собой серьезное нарушение двусторонних договоров. Не так давно британские власти отказали в выдаче визы родственнице Скрипалей, Виктории Скрипаль. Но, как заверяли представители британской консульской службы, в случае повторного ее обращения, цитирую, «вопрос будет тщательным образом рассмотрен». Конец цитаты. И снова обман. Снова очередное лицемерие. Виктория повторно обратилась за британской визой, и ей опять было отказано в ее получении фактически вообще без каких-либо оснований. Еще раз говорю, это полностью противоречит тем заявлениям, которые были сделаны британской стороной до этого. Не можем не сказать и о том, что наше посольство получает только и исключительно отписки от британской стороны на все вопросы, которые ставят. Еще раз хотела бы напомнить, что будем следить за этой темой и оперативно комментировать всю появляющуюся информацию.